Всем привет! В этом видео хочу рассказать и немножко показать, как мы делали псевдокамин из пенопласта. После того, как вырезала все горячим ножом, то есть сделала выкройку, сейчас просто соединю этот каркас с помощью горячего пистолета. Вот, низ, вверх, а потом уже обрежу все лишнее. Круто получается. Да, нравится? Да. Вот так вот беру, просто шпаклюю. Финишная шпаклевка. Шпаклюю лучше всего рукой, потому что где-то неровности. И рука в перчатке хорошо делает такой рельеф. Просто делаю для того, чтобы не видно было, что это пенопласт. Понятно, что это будет бутафория, но такой, как знаете, для украшения интерьера на 8 марта, на Пасху. Вот мы решили на Новый год. Очень даже нормально. Я думаю, что вообще класс. Я думаю, что вообще было бы классно зашпаклевать и изнутри тоже. Но так как у нас не было времени, мы решили вот хотя бы внешние стороны. Крашу просто белой водоэмульсионкой. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy Вот так вот у нас в итоге вышло. Очень скромненько, но все равно освежает комнату. Изначально вообще, конечно, я камин видела немножко не так. Хотелось, то есть я его видела таким, что я хотела зашпаклевать внутреннюю сторону, покрасить в черный цвет и неоновой краской нарисовать языки пламени. То есть желтым, красным, белым. Но, к сожалению, я заболела, дочка заболела. И уже в последний день идею мы решили не оставлять, а хотя бы как-то украсить комнату. И так как мы давно вынашивали эту идею, решили уже сделать как получится. Получилось именно вот так. Вообще, если заморочиться, то можно очень красиво создать такой псевдокамин, и он будет украшать вашу комнату. А вам спасибо, что вы были с нами. До свидания, берегите себя и с Новым годом всех!